Добрый день, друзья! Мне на день рождения подарили 4 орхидеи. Это 5-я. Я вам о них рассказывала, ссылочку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. А вот эта 5-я орхидея была подарена бонусом или как наглядное пособие для того, чтобы я рассказала, что я с ними делаю. Мои друзья, с которыми мы дружим более 46 лет, юмористы. И открыли большой секрет. Они купили 2 орхидеи. Одну моя подруга оставила себе, другую подарила мне. Со словами: ты будешь рассказывать на канале об этом наглядном пособии, об этой орхидее, что с ней делать, а я то же самое буду учиться и делать все, что ты делаешь со своей орхидеей. Поэтому давайте разбираться, что же за орхидея попала в мои руки. Это уцененная орхидея, которая отцвела в магазине. Сколько она простояла в магазине, нам неизвестно. Производитель тоже неизвестен. Ну, бирочка какая-то, как всегда, есть, но это простая бирочка, на которую я никогда не обращаю внимания. Что у этой орхидеи видно сразу? 3 цветоноса. Они отцвели. Есть цветочек засохший. И по его виду это белая орхидея. Первое, что я буду делать, это убираю всегда держатели цветоносов. Так, хорошо были прямо закручены цветоносы. И все 3 цветоноса желтеют. Но так как непонятно, засушат ли полностью цветонос, я обрезаю до первой живой почки, чуть выше этой первой живой почки. На всех 3 цветоносах делаю это одинаково. Срез обрабатываю обязательно перекисью водорода. Кто-то обрабатывает перекисью водорода, кто-то обрабатывает молотой корицей, кто-то обрабатывает толченым углем. Это для того, чтобы закрыть рамку, чтобы туда ничего не попало, что может способствовать гниению или проникновению каких-то патогенных бактерий. Что еще мы можем увидеть у этой орхидеи? Грунт смешанный, есть какой-то мох, кора, вполне возможно, что кокосовые чипсы. Но самое главное на этой орхидее не это все. Корни есть, они, конечно, не растущие, но проглядывают сухие корни, то есть серебристые. Они не сухие, они не гнилые. Есть немножко гнилых, но это не самое страшное, не самое важное. Они просто сухие, эти корни расти будут, но будут расти только в том случае, если мы с вами сейчас уберем вот эти сухие листья, даже не сухие листья, а остатки от сухих листьев, и там не обнаружится черных пятен. Тогда эти корни будут идеально способствовать росту орхидеи. Но вот эти листики тоже, видите, с желтизной. Хотя желтизна распределяется по всему листу. Сейчас будем снимать все это и смотреть, что там. А этот лист удивительно. Он обрезанный. И обрезанный производителем. Что было с этим листом, тоже непонятно. Давайте снимать вот эти старые чешуйки и смотреть, что же там на шее. Сейчас нам самое главное определиться, что с шеей орхидеи. Снимаем вот эти чешуйки и смотрим, что там внутри. Под этой чешуйкой ничего не будет видно, потому что там есть следующая сухая. Они так подсохли, что снять крайне сложно. Помните, как я вам рассказывала, когда чешуйки прилипли сильно и очень сухие, и их невозможно снять, их можно намочить. Можно намочить кисточкой. Но сейчас я
орхидею эту еще не протирала, я пробрызгаю ее. Вода у меня теплая. Вот таким образом, попадая на все эти сухие чешуйки от листиков. Ничего страшного, что сейчас попадет вода в пазухи, я ее все равно буду протирать. Я недавно вам рассказывала, как я обрабатываю. Буквально на прошлой неделе у нас появилась орхидея под названием «Подкидыш». Я ее всю полностью обрабатывала и рассказывала подробно, как я это делаю. Поэтому я оставлю обязательно эту ссылочку, пройдите, посмотрите. И как раз и то видео, и это видео, если их посмотреть оба, будет понятно, как я обрабатываю разные орхидеи. Но принцип один и тот же, но у орхидей бывают разные состояния. Там не было такого количества засохших листиков, а здесь есть. Поэтому не буду рассказывать, как протирать и чем протирать листья. Здесь мы основное внимание обратим на шею. Буквально проходит 2-3 минуты, эти листики становятся влажными и отделяются значительно легче. Поэтому продолжаем убирать эти листья. Кто-то меня недавно спрашивал, как снять листик с орхидеи, когда он сухой. Если он сухой полностью, он должен вот так, основная его часть, вот эта листовая пластина, она должна отвалиться, если она совсем высохла. А если остались вот такие чешуйки, вот у середины, у листа есть вот этот сгиб, будем считать его серединой. И вот от этой середины нужно листик или разрывать в разные стороны, если вам надо снять какой-то больной лист, или когда осталась чешуйка, вот от этой середины в разные стороны мы снимаем этот лист. В одну сторону и в другую. Они так растут. Поэтому очень удобно снимать в обе стороны по росту листа. Так, кручу в разные стороны, потому что листиков здесь не один, а несколько. Они цепляются друг за друга. Так. И удобно снимать снизу. Сначала нижний, потом верхний. А когда разбираешь этот лист по направлению его роста, снимается это все очень легко. Давайте вот этот самый сложный. Он стал мягкий. Этот в эту сторону снимаем. А вторую половинку просто в другую сторону. Отделяются очень легко. Когда влажные отделяются легко. Нужно снять все. Если вот такие плохо снимаются, видите, листик разбирается прямо по пластиночкам. Ну, еще раз брызнем. Ничего страшного. Хуже мы уже не сделаем. Вот видите, сразу все быстро снимается. Вот по таким тонким пластинкам разобрался весь лист орхидеи. Так, и вот здесь последние тоненькие части листа. Я сейчас внимательно посмотрю, что там, и вам расскажу. Есть на орхидее вот такое черное пятно. Скажу сразу, плохое это пятно. Я никогда не беру в руки скальпель, никогда не режу орхидею. Вот все, что возможно снять пинцетом, черноту, я убираю. Здесь придется применять Максим. А что делать? Да, сейчас бы все кинулись резать до живого, лезть туда, в орхидею. Нет, я не полезу. Рассказывала вам про то, что смерть Кощея находится на конце иглы. Так вот, для меня смерть орхидеи находится
на острие скальпеля, потому что скальпелем можно занести эту гниль дальше и дальше. Вот все, что возможно, я очистила. Теперь я беру каплю Максима. Не буду сразу наносить на орхидею, сначала в ложечку, буквально капельку, для того, чтобы не перестараться с Максимом. Когда я разбираю ампулу Максима, и у меня остается неразбавленный Максим, я всегда набираю его в шприц, оставляю, хранится он так очень долго и использую по мере надобности. Так, без тебя ничего не случается. Уходи туда и не мешай. Пришел не вовремя, не мешай теперь. Максим на кисточку. И вот это пятно обильно смазываю Максимом. Чуть выше этой черноты, чуть ниже. Вот здесь тоже есть черное немножко. В общем, все, что черное, то, что мне не нравится, я обрабатываю Максимом. И вот здесь есть. Оно не мокрое. И так, кстати, гниль была не мокрая. Еще вот эту черную часть тоже намажу Максимом. Ну, почти все основание орхидеи. Почти. Сразу скажу, с такой гнилью не всегда удается спасти орхидею. Ну, попробуем. Все бывает. У меня была такая орхидея давно-давно, лет, наверное, 8 назад. Тогда я еще не знала ни о каком Максиме. Вот есть орхидея, как она растет, так она и растет. У нее была вот такого же плана черная гниль, а что с ней делать, я тогда еще и не знала. Вот таким же образом я ее почистила и даже никаких препаратов не наносила. Она один листик отсушила, второй листик отсушила, не пересаживала, ничего не делала. И потом эта черная сухая гниль сама ушла. И орхидея сейчас и цветет, и растет, поэтому не всегда и мы чем-то можем помочь орхидеям. Иногда орхидеи справляются сами, без нашей помощи. Уж очень живучий цветок. Он такой многолетний и умеет залечивать свои раны. Главное, чтобы мы ему помогали, а не мешали. Вот в таком состоянии оставим орхидею. Шею мы здесь с вами рассмотрели. Еще можно немного убрать грунт. Еще там внутри там есть шея, потому что листья так глубоко закопаны. Но там есть живые корни. Поэтому не копаемся глубоко. Сухие корни, которые мы видим, вот это тоже сейчас все уберу. Вот эти кокосовые чипсы. Не нужны здесь палки какие-то от кокосовых чипсов. И сухой корень, который виден на поверхности, я обрежу. Ох, до живого дорезала даже. Все, что дорезали до живого, обязательно обрабатываем. Оставляю орхидею в таком состоянии. Ставлю в поддончик. Поливать буду по краю горшка. Теплой водой. 28-32 градуса. И наблюдать. Наблюдать за орхидеей.
потому как мы не знаем, что будет здесь происходить с шеей. Но обязательно вам покажу. Очень хотелось бы, чтобы все было в порядке, но так как мы увидели черные пятна, понимаем, что не все в порядке. Если вы открыли шею и никаких черных пятен нет, не надо мазать никакими максимами, привикурами, не надо ничем обрабатывать орхидею. Орхидея сама все прекрасно сделает и корни нарастит. Поставьте ее в теплое место, под хорошее освещение. Скоро весна. Буквально осталось 2 недели. Орхидеи чувствуют, что меняется время года, и весной, летом они очень активно растут. Оставляем все как есть, наблюдаем. Покажу в любом состоянии. Будет хуже, тоже покажу. Будет лучше, обязательно покажу. Понаблюдаем, посмотрим и увидим, что получится. Если вам интересно узнать продолжение истории об этой орхидее и о других моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канал. И мы с вами вместе постараемся спасти эту орхидею. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.